Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю посмотреть свежим взглядом на представителя ветки эсминцев Германии в игре «Мир кораблей», а именно эсминец 8 уровня Z-23. Z-23 – это вполне реальный эскадренный миноносец типа 1936А, состоявший на вооружении Кригсмарины в годы Второй мировой войны. Буква Z в названии – это Zerstörer, что в переводе с немецкого и означает «эскадренный миноносец», сокращенно «эсминец». Цифра 23 в названии – это порядковый номер закладки эсминца. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет этот эсминец в игре «Мир кораблей». Рассмотрим перки командира, обсудим модернизации. Кроме того, попытаемся понять, в чем его сильные и слабые стороны. И начнем мы со статистики по всем эсминцам 8 уровня за последние 28 дней. И, к сожалению, Z-23 нечем особо гордиться. Эсминец занимает одну из худших позиций по проценту побед, опыту, нанесенному урону и количеству потопленных кораблей на европейских серверах. И несколько лучше дела обстоят у эсминца в РУ-регионе. Эсминец имеет вполне достойное на уровне количество очков боеспособности 19500. Да, есть и более жирные эсминцы. К примеру, тот же Меркер имеет боеспособность 22300, а Кизуки 20400. Но есть и европеец Оланд с боеспособностью 14100. Z-23 имеет типичное для класса бронирование, который перед вами сейчас на экране и особого разбора не требует. Но нужно отметить, что эсминец имеет достаточно крупный для класса корпус и в силу этого довольно быстро теряет очки прочности в бою. Z-23 имеет плохую маскировку на уровне. После разделения внешнего вида и экономических бонусов базовая заметность всех кораблей снижена на 3%. Теперь дальность видимости с кораблей 7,7 км и видимости самолетов 3,5 км. Прокачав перки капитану и установив модернизацию системы маскировки, получаем 6,9 км засвета с кораблей и 3,2 км с самолетов. Меркер, Киев, Ле Terrible, Ле Fantastique и итальянец имеют еще хуже маскировку, но все остальные эсминцы будут нас пересвечивать. Таким образом, наша маскировка лишает нас шанса первого выстрела в бою с эсминцами, а также часто не позволит нам действовать скрытно и внезапно. Z-23 имеет максимальную скорость хода в 37 узлов, что ниже среднего на уровне. Немного спасает ситуацию активация расходника «Форсаж». Один из худших на уровне радиус циркуляции 680 метров и ниже среднего показатель времени перекладки рулей 4,5 секунды, совокупность этих характеристик дает плохую подвижность и маневренность на уровне. Наша плохая подвижность существенно снижает эффективность в борьбе с одноклассниками, а также является причиной быстрой потери очков прочности при выходе из-под огня противника. Перейдем к орудиям. 5 орудий в 4 башнях со средним для уровня калибром 128 мм. Дальность ведения огня 10,8 км не лучшая, и на 8 уровне ее уже часто будет не хватать. Неплохая скорость полета снарядов 830 метров в секунду для фугасов и бронебойных. Точность стрельбы хорошая и на такой дальности вопросов не вызывает. К углам наведения как бы вопросов нет, но скорости поворота башням не хватает, что требует от нас заранее готовиться к ведению огня. Основная проблема эсминца – это большие габариты и плохая маневренность, которые в перестрелках приводят к существенным потерям очков прочности. Неплохая на уровне скорость перезарядки орудий 4 секунды дает нам ДПМ слабый на фугасах и выше среднего на бронебойных. Следует отметить национальную особенность немецких орудий, а именно один из самых низких на уровне урон фугасных снарядов 1500 единиц и наоборот
повышенный урон бронебойных снарядов 3000 единиц. Бронепробитие орудий на фугасах составляет 32 мм, но фугасы имеют шанс пожара всего 6%. Кроме того, в среднем и ближнем бою орудия способны уверенно выбивать белый урон из крейсеров и даже линкоров. Подводя итог по главному калибру эсминца, нужно сказать, что орудия выглядят неубедительно, и наносить приятный урон главным калибром получается лишь в том случае, когда удается эффективно комбинировать бронебойные и фугасы. К тому же крупные размеры и плохая маневренность не позволят эсминцу доминировать в перестрелках со многими одноклассниками. И вот мы подошли к торпедному вооружению эсминца, которое представлено двумя четырехтрубными торпедными аппаратами с возможностью пуска с любого борта и имеют следующие характеристики. Торпеды имеют ниже среднего на уровне шанс затопления 240%. Лидер по этому параметру на уровне японец Асашио, который имеет шанс затопления 436%. Максимальный урон каждой торпеды 14400 единиц, и это урон ниже среднего на уровне. Дальность хода торпед выросла до 9,5 км. И с учетом нашей маскировки имеется возможность осуществлять инвизные пуски торпед. Но все же такая дальность торпед позволяет действовать эффективно лишь в обороне и только изредка в атаке. Скорость хода средняя на уровне и составляет 66 узлов. Заметность торпед тоже средняя, 1,4 км. Время перезарядки 90 секунд, и это опять-таки средний параметр на уровне. Z-23 получил, казалось бы, вполне неплохие торпеды на уровне, дальность хода которых повысилась по сравнению с 7 уровнем с 8,5 км до 9,5 км. Но большое количество РЛС в бою, низкая скорость, плохая маскировка и ужасная маневренность эсминца – все это не позволит нам достаточно приблизиться к цели для осуществления более эффективного пуска торпед. Нужно отметить неплохую по меркам класса ПВО, которая представлена уже 3 аурами. Ближняя аура до 2 км с уроном 88 единиц, средняя аура до 3,5 км с уроном 95 единиц и дальняя аура до 5,8 км с уроном всего 25 единиц. Такое ПВО позволит нам отбиваться от авианосцев 6 уровня, а начиная с 8 уровня авики будут уверенно отрывать очки прочности эсминца. Перки командира и модернизации в нашем выборе следующие. Первый перк – профилактика. Второй перк – из последних сил, который позволяет частично сохранить скорость и маневренность перекрыток двигателя и рулевых машин. Третий перк – мастер борьбы за живучесть, что увеличивает нашу прочность. Четвертый перк – мастер маскировки. Снижаем заметность на 10%, повышая живучесть эсминца. Пятый перк – отчаянный, что повысит наши шансы в схватках с эсминцами. Шестой перк – суперинтендант. Увеличивает количество снаряжений. Дымы позволят лишний раз безопасно добить противника или спрятаться от авика. Дополнительный форсаж тоже лишним не будет. Ну а ГАП и торпеды подсветит, и вражеского эсма в дымах обнаружит. Седьмой перк – специалист главного калибра и ПВО. Сократит время перезарядки орудий на 5% и увеличит урон ПВО на 10%. Восьмой перк – мастер снаряжения. Увеличит время работы снаряжений на 10%, которое играет ключевую роль в геймплее Z-23. На Z-23 я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усиливаем живучесть главного калибра и торпедных аппаратов, что позволит нам более эффективно использовать возможности эсминца. Второй слот – защита машинного отделения. Чем повысим живучесть двигателя и рулевых машин, что так важно для эсминца, который всегда находится на линии огня. Третий слот – система наведения.
Повысим точность и немного улучшим наш главный калибр. 4-й слот – рулевые машины. Для Z23 с его ужасной маневренностью жизненно необходим. 5-й слот – система маскировки, что позволит несколько снизить заметность Z23, которая ключевым образом сказывается на живучести эсминца, а также позволит более эффективно осуществлять пуски торпед. Доступное снаряжение Z23. Стандартная аварийная команда, время работы 5 секунд и время перезарядки 40 секунд. Дымогенератор. Время постановки дымов 20 секунд, рассеивания 69 секунд и перезарядки 160 секунд. Стандартный форсаж, который увеличивает максимальную скорость на 8%, работает 120 секунд и перезаряжается 120 секунд. ГАП, который способен обнаружить корабли уже до 5 км, торпеды до 3,5 км и подводные лодки до 2 км. ГАП позволит нам более безопасно себя чувствовать при стрельбе в дымах и увернуться от торпед. Но с учетом откровенно плохой маскировки эсминца и невысокой дальности действия ГАП, в борьбе за точки этот расходник все еще не будет так эффективен. Подводя итоги, следует сказать, что Z23 – это эсминец, который своими орудиями способен набивать белый урон на бронебойных, но вместе с тем имеет достаточно слабые фугасы с шансом поджога всего лишь 6%. Довольно средние торпеды, которые эффективны лишь в обороне. Плохая маскировка не позволит нам действовать скрытно при наличии на фланге почти любого эсминца или авианосца. И даже достойный показатель живучести Z23 не позволит ему доминировать в затяжной схватке из-за плохой маневренности и больших габаритов. И лишь аккуратная игра на протяжении всего боя позволит эсминцу оказывать существенное влияние на исход боя. Но вместе с тем Z23 имеет универсальный набор расходников. Все это объединилось в этом эсминце, пожалуй, с главной целью – научить грамотной игре на эсминце. И рекомендовать его можно тем командирам, которые готовы и хотят повышать свою эффективность. Интересно, какие впечатления у вас оставил о себе этот эсминец? Жду ваши комментарии и до новых встреч в следующих видео.